Привет подписчикам и зрителям канала, с вами Татьяна Аврова. У меня уже сложилась такая традиция, что я каждый год к Рождеству пеку рождественский кекс «Штолен». Стараюсь не повторяться, вот и в этом году представляю вашему вниманию штолен на закваске постный. Ставлю на ночь на созревание закваску опару. Здесь у меня 2 столовые ложки пшеничного стартера, 200 мл воды и 200 грамм пшеничной муки первого сорта. Можно использовать муку высшего сорта. Закваска опара будет созревать у меня при температуре 21 градус по Цельсию примерно часов 12. Такая температура у меня на кухонном окне. Сразу же подготавливаю начинку для штолена. Выкладываю в миску хорошо промытый под проточной водой изюм. Для начинки я буду использовать крупный светлый изюм и мелкий темный изюм. Добавляю к изюму немного красной сушеной вишни. Добавляю 3 столовые ложки ликера. Вместо ликера можно использовать ром или коньяк в таком же количестве. Все хорошо перемешиваю. К изюму вы можете добавить любые сухофрукты по вашему вкусу. Например, можно добавить цукаты различного вида. Короче, состав начинки полностью зависит от вашей фантазии, от вашего вкуса. Смесь накрываем и даем ей основательно настояться. Минимум 2 часа, но в идеале до нескольких суток. Прошло 12 часов, закваска опара созрела, она увеличилась в объеме раза в 3, не меньше. Вот такая пышная, пузырчатая, а подать еще не начала, пока находится на пике своего созревания. Перед замешиванием теста подготовим сухую мучную смесь. Для этого в просеянную пшеничную муку первого или высшего сорта, у меня первый сорт, выкладываем измельченный в блендере миндаль. Не старайтесь миндаль сделать идеального помола. Пусть он будет как мелкая крошка, так и кусочки среднего размера. Все хорошо перемешиваем. Не исключайте орехи из ингредиентов. Ореховая мука делает штолен более рассыпчатым по структуре. Миндаль можно заменить на фундук и даже просто на грецкие орехи. Арахис не называю, потому что сама не люблю арахис. Ну а вы как знаете, можете даже использовать и арахис. Миндаль я измельчаю вместе с кожицей. Вы же кожицу можете предварительно снимать, это на ваше усмотрение. Далее в ореховую муку добавляем цедру апельсина или лимона, что у вас есть, можно свежую, можно сухую. Добавляем специи, кориандр, корицу. Можно еще добавить мускатный орех, если у вас есть. Опять все хорошо перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились между собой. В дежу тестомеса выкладываем закваску опару, добавляем воду комнатной температуры, добавляем растительное масло. Лучше всего, если это будет оливковое масло рафинированное. Добавляем сахар. Сладкоежки могут немного увеличить количество сахара. Добавляем соль. Не исключайте соль, она тоже дает свой вкусовой оттенок. В последнюю очередь выкладываем подготовленную мучную смесь. Я буду замешивать тесто в тестомесе минут 5 на второй скорости. Вручную это займет времени несколько больше. Вот такое получилось тесто. Я его в процессе замеса ничем не корректировала, ни водой, ни мукой. На мой взгляд, тесто получилось просто идеальным, очень мягким, при этом к рукам совершенно не липнет. Тесто очень приятное на ощупь и уже сейчас имеет просто потрясающий аромат. Тесто округляем и выкладываем в миску. Сверху на тесто выльем немножко масла и распределим его по всему тесту. Миску с тестом накрываем и оставляем его на расстойке часа на 3. Вот так поднялось мое тесто через 3 часа, увеличилось в объеме примерно раза в 3. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Вы можете при необходимости присыпать рабочую поверхность мукой. Для себя я не вижу в этом необходимости. Разравниваем тесто в лепешку и выкладываем настоянные на ликере сухофрукты. Теперь перед нами стоит непростая задача вмешать все это в тесто. В итоге получается вот такой вот очень симпатичный упругий колобок.
Делим колобок на две равные части. Из каждой такой заготовки будет выпекаться штолен. Каждую половинку округляем. Из каждой половинки теста будем раскатывать лепешку в форме овала. Складываем лепешку как книжку таким образом, чтобы нижняя часть виднелась из-под верхней. Форма штолена имеет сакральное значение. Она олицетворяет спеленатого новорожденного Христа. Выкладываем наши будущие штолены на пергамент или на силиконовый коврик. Обязательно на некотором расстоянии друг от друга, потому что при расстойке штолены должны увеличиться в объеме, а также еще и при выпечке. Накрываем штолены и оставляем на расстойке примерно на час или до тех пор, пока они не увеличатся в объеме минимум в 2 раза. Аккуратно вместе с пергаментом перемещаем штолены на противень. Я еще дополнительно постелила на противень бумагу для выпечки в 2 слоя. Я это сделала на всякий случай для того, чтобы быть уверенной, что у меня низ штоленов не подгорит. Выпекаем штолены в хорошо нагретой духовке до 170 градусов по Цельсию минут 30-35. Я указала время, ориентируясь на свою духовку. Возможно, в вашей духовке вам понадобится времени больше. Вот такие у меня получились штолены с небольшими разрывами в месте складывания. Возможно, я их немножко недорастаивала на второй расстойке, но это совсем не страшно, потому что штолены мы будем одевать в сахарную шубку. Пока штолены горячие, их нужно хорошо промазать маслом. С помощью силиконовой кисточки я промазываю штолены рафинированным оливковым маслом, а затем через сито присыпаем штолены сахарной пудрой. При необходимости, если сахарная пудра быстро впитается в штолены, присыпать их сахарной пудрой нужно будет повторно. Штолены одеваем в толстую сахарную шубку, в которой они будут храниться до самого Рождества. Оставляем штолены до полного остывания минимум на 12 часов. Вот такие у нас получились штолены, полностью остывшие, хорошо пропеченные, красивого золотистого цвета, с хрустящей тонкой корочкой. Хранить штолены рекомендуется в плотно завернутой бумаге для выпечки в прохладном месте. В этот период вкус штолена меняется, становится глубже, интенсивнее, ярче. Ну, конечно же, я покажу, какой штолен получился в разрезе. Этот штолен придется нам съесть сейчас. Этот факт только обрадует мою семью. А второй штолен я буду хранить до Рождества. Вот такой получается штолен в разрезе. Штолен постный, что должно обрадовать глубоко уважаемых мною вегетарианцев. Структура мякиша у штолена мелкопористая, достаточно симпатичная. В этом году у меня начинки меньше, чем я обычно кладу. Я сознательно пошла на это, потому что прошлые штолены мне показались чересчур сладкими. Что я еще хочу сказать. Когда я монтировала ролик, этот штолен мы уже практически съели. Очень и очень вкусный. Рекомендую. Готовьте, порадуйте своих близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всего вам хорошего. Всем пока!